Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим 6 и 7 июня. Вы знаете, это особые дни, дни благодати. Обязательно в эти дни проведите практику на привлечение достатка и благополучия в свою жизнь. Практика достаточно простая, и в эти дни 6 и 7 июня она будет достаточно эффективна и действительно поможет вам привнести изменения в вашу жизнь. Поэтому, друзья, более подробно все далее в этом видео. Итак, друзья, 6 и 7 июня, это у нас с вами понедельник и вторник, начало новой рабочей недели, и у нас с вами эти два дня достаточно будут благодатны и сильны по энергетике. Обращаем ваше внимание, что это будут 7, 8 и 9 лунные сутки. Растущая луна будет в знаке зодиака Дева, первая четверть. Этот период, друзья, будет очень хорош для оформления каких-то важных документов, для переезда, например, на новое место. Но здесь очень важно, чтобы вы основательно прорабатывали все те моменты, над которыми вы работаете. Если вы решили делать какой-то важный проект, вы хотите именно его уже реализовать, то сначала обязательно нужно продумать все от А до Я. Также учитывайте и то, что у нас идет сейчас растущая луна, и, соответственно, многие люди будут, не все умеют правильно распоряжаться энергией растущей луны. Также обращаем ваше внимание, что это лунные дни обретения благодати. И все, что вы будете делать во благо себе, своей семьи, вы будете обретать и преувеличивать. Конечно же, очень важно именно 6 и 7 июня уметь прощать людей. Это очень важно. И любить людей. Постараться как можно искренне. Иногда это очень тяжело сделать, потому что люди нас действительно могут обижать, могут отправлять не очень нам позитивные, хорошие посылы, но мы должны с вами именно находиться в энергии изобилия, в энергии достатка. Вообще, сами эти два дня, 6 и 7 июня, как вы заложите основы на всю неделю, друзья, так и пройдет ваша вся неделя. Поэтому достаточно важно, чтобы именно 6 и 7 июня вы делали все максимально эффективно. Если, например, у вас есть проект, над которым вы работаете, постарайтесь как можно максимально проработать те или иные моменты. Если ваше руководство от вас требует более кардинальных внесений, каких-то изменений в документы, в проекты и так далее, делайте, не жалейте сил и времени, потому что буквально через какое-то время вы увидите, как результат будет налицо. Также очень важно, чтобы вы проявляли свои таланты, потому что ваши таланты будут помогать вам. Знаете, вы 6-7 июня можете заложить зернышки, которые со временем покажут ваши настоящие именно результаты в денежном именно в денежном плане. Также, если у вас есть какие-то сильные мечты, и вы хотите их осуществить, обязательно 6 и 7 июня визуализируйте, представляйте себе, как вы что-то желаете, как вы хотите. А также 6 и 7 июня постарайтесь как можно чаще быть на улице, дышите свежим воздухом, старайтесь как можно больше купаться в солнечной энергии, потому что это дни, друзья, это очень сильные дни, и это дни, когда вы можете материализовать все, что вы захотите. Например, вы захотели что-либо попробовать, вы именно можете в самое ближайшее это время осуществить. Знаете, как волшебник пожелал, и у него это получается. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 6 и 7 июня обращайте внимание на космические сигналы, потому что они будут проходить через пространство, и в вашей жизни могут быть какие-то приятные совпадения. Не думайте, что это случайность, потому что это не случайность, это знаки, на которые вы обязаны обратить внимание.
Например, знак, и вы спешили на автобус, и в то же время вы опоздали, хотя вы, как всегда, выходите вовремя. Значит, вам нужно остановиться и не спешить в этот момент, не переживать за то, что вы опоздали, что у вас что-то не получилось и так далее. Также, если у вас срывается какая-то сделка, при этом вы к ней готовились достаточно давно, но не получается, отпустите, друзья, потому что со временем пройдет такой период, и вы поймете, что эта сделка, и слава богу, что не произошла, потому что есть определенные какие-то, например, моменты. Также старайтесь находиться в состоянии, вот в понедельник особенно, находиться в состоянии радости, в состоянии счастья. Как, возможно, вам бы не было тяжело, но это нужно делать, потому что таким образом вы заряжаетесь вот этой божественной энергией. А когда вы чувствуете эту божественную энергию, вы умеете не заряжаться, соответственно, вы можете изменить свою жизнь. Также, друзья, 6-7 июня обязательно говорите следующие слова. Эти слова помогут вам сонастроиться с божественными энергиями. Звучат они следующим образом. Я начинаю этот день с открытым сердцем, и мир вокруг принимает меня. Я желаю всем счастья. От чистого сердца я желаю всем счастья, изобилия и достатка. Прямо сейчас перепишите, друзья, эти слова и произносите 6 и 7 июня. Сонастраивайтесь с божественными энергиями, потому что таким образом мы с вами создаем определенные коллективные вибрации. И эти вибрации идут в космос, и, соответственно, мы вместе с вами расширяем вот эту энергию, увеличим ее, приумножаем. Это очень важно осознавать и понимать. Кроме того, друзья, обращаем ваше внимание, что 6 июня хоть и понедельник, но если вы в этот день будете стараться как можно больше думать о позитиве, представлять то, что вы хотите, что вы желаете, то, обращаем ваше внимание, буквально до конца июня может все произойти, у вас все может получиться. Также обращаем ваше внимание, что если вы 6 и 7 июня переходите на другую работу, у вас переезд, у вас, например, какие-то, как вы считаете, происходят кардинальные изменения тоже, например, покупка тоже недвижимости, машины, у каждого это свое, или покупка, например, попугайчика, пожалуйста, не спешите это делать нужно, но осознанно. То есть, если потому что ваша подруга это имеет, и вам это нужно, или ваша соседка, не спешите, потому что, к сожалению, это ни к чему хорошему просто не приведет. Очень важно, чтобы вы вот именно 6-7 июня, все, что вы делать будете, вы делали это с большой любовью, с божественной радостью, внутри должно быть состояние абсолюта. Это очень важно. Многие не могут этому научиться, но этому нужно. И, друзья, так как у нас с вами идет растущая луна 6 и 7 июня, и очень важно, чтобы вы провели простую практику на увеличение своих доходов. Поэтому 6 и можете только 6 или 7 июня на ваше усмотрение вам нужно купить хлеб. Отломать кусочек хлеба, при этом любого, неважно, это черный, может быть, какой-то бездрожжевой, белый хлеб, на ваше усмотрение. И над ним нужно сказать 3 раза следующие слова. Зерно в землю упало, взросло ростком, зазолотилось колосом, обратилось хлебушком, как в полях в волю хлеба, так и денег у меня до неба. Как растут хлеба, колосятся, так и богатство растет, прибавляется. Аминь. Друзья, сказали 3 раза, хлебушек съешьте. И тот хлеб, который вы купили, также съесть. Ни в коем случае не покупайте хлеб, который уже порезан. То есть его нужно именно отломать. Если вы не едите хлеб по каким-то причинам, съели вот кусочек ради этой практики, остальной хлеб обязательно отдайте птичкам или животным, или бездомным, для того, то есть, ни в коем случае не выбрасывайте мусорку. Обращаем ваше на это особое внимание. И обязательно поблагодарите высшие силы за достаток и благополучие.
Друзья, вот такие у нас с вами шикарные благодатные дни 6 и 7 июня. Обязательно проведите эту практику. Обязательно обратите внимание на эти советы и рекомендации. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.